Привет! Сегодня мы поговорим о том, как создать SMM-стратегии в Instagram. Прежде чем начать делать что-либо новое, вы наверняка сначала все планируете. Как это будет, что вам нужно, чтобы все получилось хорошо, какие эмоции вы испытаете. В SMM все так же. Правда, в Instagram есть некоторые отличия по сравнению с другими социальными сетями. Поэтому очень важно заранее продумать стратегию продвижения. Стратегия не описывается парой слов в стиле «сделаем красиво, как вот там». Стратегия – трезвый и нелегкий расчет, который учитывает все факторы не только с точки зрения продажи, но и психологии, дизайна и рекламы. Просто начать постить фотографии нельзя. Точнее можно, но вряд ли это принесет вам желаемый результат. Контент должен быть интересным именно пользователю. Только тогда у вас наберется достаточно подписчиков, можно начинать рекламировать свои товары и услуги. Кстати, Instagram – это не интернет-магазин. Не нужно добавлять фотографии своих товаров на белом фоне. А короткий обзор новинки очень даже может понравиться пользователям. Разделите вашу стратегию на несколько этапов. Для более молодого аккаунта нужна одна стратегия, а когда вы уже немного раскрутитесь, другая. Не бойтесь меняться и пробовать. Скорее всего, этим вы и будете заниматься первое время. Начните с позиционирования. Для начала узнайте, кто вы и какими вы хотите себя видеть в Instagram. Эти два случая могут отличаться, но они формируют имидж бренда. Поэтому важно понимать, какое сообщение вы собираетесь донести пользователям своим присутствием. Во-вторых, подумайте о целевой аудитории. Определите, кто она, какого они возраста, пола, где живут, чем интересуются, где работают, их семейное положение и так далее. Также решите, какое количество подписчиков приемлемо для вашего сегмента. На разных этапах продвижения оно может быть совершенно разным. Вам нужно понимать, какие действия приведут к увеличению количества подписчиков, а какие приведут к отпискам. Отписки – это не всегда плохо, особенно если вы меняете специализацию или стратегию для того, чтобы привлечь совершенно другую целевую аудиторию. Но лучше все-таки создавать несколько аккаунтов под разные целевые аудитории. Также вы должны определить для себя, какой контент будет публиковаться. Он должен быть интересным именно подписчику, не вам, а ему. Пропишите, какие материалы вы будете публиковать – фото, видео, картинки, истории. Также важно решить, какого типа будет этот контент и в каком соотношении. Возможно, вам нужно постить больше развлекательного контента, чем продающего или обучающего. Все зависит от тематики вашего аккаунта и от того, как вы будете себя позиционировать. Качественный контент, особенно Instagram, штука не дешевая. В хороших и популярных аккаунтах над каждым фото и видео отдельно работают специалисты. Поэтому вам важно знать, сколько вы готовы потратить на контент, а сколько нет. Также продумайте, в какое время и с какой частотой вы будете публиковать ваши посты. Об этом мы рассказывали в прошлом видео. Стратегия не обязательно должна быть одна. Попробуйте несколько и продолжайте с той, которая работает лучше всего. И всегда тестируйте и анализируйте. Только так можно добиться лучших результатов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и задавайте вопросы в комментариях.